прохладное осеннее утро Сергей шел через небольшой городской парк на работу, когда услышал тонкое и прерывистое мяуканье. Сначала мужчина решил, что звук доносится из кустов, но через несколько секунд заметил высоко на старой липе маленького рыжего котенка. Малыш сидел на тонкой ветке, крепко вцепившись когтями в кору, и боялся даже пошевелиться. По всей видимости, ночью его испугала собака, и он забрался на дерево, спасаясь от опасности. Подняться наверх оказалось легко, но самостоятельно спуститься котенок уже не мог. Люди постоянно проходили по дорожке, некоторые останавливались, смотрели вверх и снимали происходящее на телефоны. Кто-то говорил, что животное само слезет, когда проголодается, другие советовали позвонить спасателям, но никто не хотел задерживаться и брать ответственность на себя. Котенок все сильнее дрожал, а его голос становился слабее. Начался мелкий дождь, ветви намокли и стали скользкими. Малыш попытался переставить лапу, едва не сорвался и снова прижался к стволу. Сергей понял, что ждать больше нельзя. Он попросил дворника принести лестницу, однако та оказалась слишком короткой. Тогда мужчина снял куртку, обмотал ею руки и осторожно полез по толстым нижним ветвям. Подниматься было трудно. Мокрая кора скользила, а старые сучья подозрительно трещали под весом. Сергей двигался медленно, стараясь не напугать котенка еще сильнее. Когда до малыша оставалось меньше метра, тот зашипел и попытался отодвинуться к самому краю ветки. Мужчина остановился и несколько минут спокойно разговаривал с ним. Постепенно котенок перестал метаться и позволил приблизиться. Сергей осторожно взял его за загривок, прижал к груди и начал спускаться. Внизу уже собрались прохожие. Один человек придерживал лестницу, а пожилая женщина принесла полотенце. Когда Сергей оказался на земле, промокший котенок сразу спрятал мордочку у него под рукой и тихо замурлыкал. На ошейнике не было ни адреса, ни номера телефона, а объявления о пропаже животного никто не нашел. Мужчина отнес малыша в ближайшую ветеринарную клинику. Врач сообщил, что котенок сильно замерз и обезвожен, но серьезных повреждений у него нет. Сергей собирался лишь оплатить лечение и найти для спасенного животного новых хозяев. Однако вечером, когда он пришел его навестить, котенок узнал его голос, поднялся и протянул лапу через дверцу переноски. После этого мужчина уже не смог уйти один. Он забрал малыша домой и назвал его Липой, в память о дереве, на котором они впервые встретились. Через несколько недель испуганный и промокший котенок превратился в ласкового домашнего питомца, который каждый вечер встречал Сергея у двери. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!